А вы знали, что любовь может не только греть тело, залечивать душевные раны, вдохновлять ум на написание стихов, картин, мотивировать на громкие романтичные поступки? Она может угнетать, сжирая дни до беспамятства, заставлять кричать от глубоких душевных терзаний, выть и скулить, как раненая дворняга от боли несправедливости бытия. Почему она не замечает меня? Для кого я так стараюсь? Изо дня в день, разбивая свои усилия о стену непонимания. Все ради маленькой возможности обратить на себя хотя бы малейшую крупицу внимания объекта влечения. А что, если я скажу, что причина не в нем или в ней? Причина в тебе. Понимаю. Очень легко злиться на другого и не замечать собственного дерьма. Но давай ответим хотя бы на один маленький вопросик. С чего ты вообще взял, что он или она должны принадлежать именно тебе? Любовь ведь дело двоих влюбленных, а не желание одного эгоиста, не так ли? Знаю. Неудобные вопросы такие мерзкие. Но любовь заставляет мыслить иначе и делать разного сорта поступки. Про глупости, измены и предательство вам расскажут 13 комментариев. Ну, здравствуйте, мои дорогие шалунишки. Эти комментарии взяты из-под видеоканалов «Тучный жаб» и «Полосатый мух». Может быть, мне надо было тоже переименовать канал в Кобра Лев? Тогда у меня тоже были бы такие просмотры и подписчики. Ладно, не до шуток. Итак, я разбил комментарии по уровню напряжения. Чем дальше, тем глубже тьма. Начинаем, мои дорогие шалунишки. Оставил комментарий Андрон 1036. Когда я учился в универе, то сидел с другом за одной партой. Моя бывшая присылала мне мемасики на парах, а через минуту те же самые мемы показывал мне друг. И да, она изменяла мне с другом, а потом присылала нам одинаковые мемасы. Никогда бы не подумал, что мемы могут раскрыть измену. Комментирует Майкута Демченко 3044. Не реддитор, но отвечу. Я не знаю, как это произошло. Мне не нужен судебный приказ, чтобы она не приближалась. Но я услышал свой адрес. Я хочу, чтобы ты ушел. И признаюсь честно, это было, наверное, самое болючее, что я слышал в своей жизни. А произошло это так. Жизнь начала устаканиваться, проблемы решаться. Все становилось стабильно. И ей просто наскучило. Человек должен испытывать полный спектр эмоций. Вечно избегать негатива тоже неправильно. Кстати, есть отличный фильм на данную тему, помешанный на времени, Time Freak, о парне, который изобрел машину времени, чтобы все исправить и вернуть свою любимую. Не буду спойлерить, но если вы хотите примерно увидеть историю, похожую на описанную выше, стоит посмотреть. Рассказывает Дэймон 7. Ну вот пришло и мое время поделиться историей о себе, и каким я был 19-летним наивным и неимоверно глупым. Стартуем! Так вот, давным-давно встречался со своей первой девушкой и свято верил в единорогов и человеческую абсолютную доброту. Ага, как же. С девушкой отношения складывались неоднозначно. Плюс расстояние, плюс надежда на будущее. И вот как-то она выставила фотографию в соцсетях, где она сидела на коленях одного знакомого, на что я получил ответ. Так это только для того, чтобы его подружка приревновала. Но, правде сказать, это не относится к сути. Но научитесь на ошибках. Ни черта не бывает просто так. А через месяц меня спросила, можно ей проводить время с ее бывшим. Ну, конечно же, да. Наивность и глупость сочилась изо всех щелей, словно смола из дерева. Через какое-то время она не ответила на мои звонки. И тут-то меня словно осенило. А может, это не совпадение? Ну, наконец-то. И потом она честно призналась во всем. Мы расстались ночью, а днем с неимоверной жадностью приложился к алкоголю. Если что, и я на тот момент вообще плохо не переносил алкоголь. И что происходит дальше? Вечером она мне звонит, заявляет, как ей плохо. Тот парень ее бросил я. Ну и по традиции просится обратно.
А теперь отгадайте, какое невидное существо приняло ее обратно? Правильно, ваш покорный слуга. В последующем ее очень сильно гложило чувство вины, и она пыталась меня заставить с кем-нибудь переспать. Постоянно ревновала, стала часто посещать клубы и весь прекрасный букет этого трэша. В конечном итоге я задумался, к чему это все может привести, и покинул эту особу с чувством вины, опустошения и измотанными нервами. Последующие 1,5 года я восстановился и полностью посвятил себя учебе. А она быстро себе нашла нового молодого человека после полного расставания. Наверное, через пару недель. Как по мне, быстро, а для кого-то может и нормально. Я вечно не поспеваю за трендами. Мораль из этой истории вы можете извлечь сами. А я уж давно сделал выводы. Спасибо, что прочитали мою историю. Объясняет Аннан 817. Знаете, я никогда не изменяла, но узнаю себя в этих историях. Отстраненность. Самый огромный красный флаг. Может, вам не изменяют, но вы явно уже не нравитесь человеку, который отстраняется от вас. Очень часто, ввиду того, что люди уже не считают своего партнера своим, они начинают изменять и не видят в этом ничего такого. Это происходит потому, что нынешний партнер переходит в раздел привычки, а новый в раздел классные эмоции. Поэтому для изменяющего это не так критично, как для того, кто верен и испытывает все те же сильные чувства. Комментирует юзер ТГ5. И так далее. Какой-то чел наврал моей девушке, что я ей изменил. Она меня об этом не спрашивала, и целый месяц ходила без настроения. И каждый мой мув лишь триггерил ее. В итоге расстались по моей инициативе. Потому что отношения уже не были возможными. Я не знал причины ее плохого отношения ко мне. Естественно, я ей не изменял. Предостерегает Ливанадия Синьорита. Я не изменяла, но я чуть не совершила глупость. Сдавала экзамены в другом городе, 70 километров от моего города. И так получилось, что надо ездить в другой город 3 дня подряд. Там живет знакомый. Я его знаю 3 года. Разговорились. Говорю, что у меня экзамен, и он предложил остаться на ночь, чтобы я не тратила большие деньги на дорогу. Он знал, что у меня парень, обещал не трогать. Я без задней мысли думаю согласиться. Уже собрала вещи. Наступает день экзамена. Я проснулась с мыслью, а что, если будет приставать? Я полная дура. Я лучше потрачу последние деньги на дорогу, но никогда не останусь ночевать у другого человека, будучи в отношениях с другим человеком. Я отказалась. Сказала, что передумала. Потом, спустя какое-то время, он написал, что ждет меня в гости для перепихона. Клоун. Периодически меня не покидает эта мысль. Что было бы, если бы я осталась с ночевкой? Девочки и мальчики, подумайте хорошенько, прежде чем совершать глупость. Рассказывает Мария Шепс. Постоянно говорила одному челу, который считал, что измена норма, что накаркаешь, и твоя начнет на сторону ходить. С жаром говорил, что его девушка не такая, и что только мужчина может себе такое позволить. Я сказала, что ты будешь в ужасе, но если девушка чувствует, что парень изменяет, она может начать вести себя так же. Короче, расстались они. Он узнал, что она ему изменяла. Постскриптум. Неочевидный факт измены. Постскриптум. Мой бывший выводил все в шутку. Мог присылать фото с парнями. Сидим с друзьями. В ответ я шутила. Почему спрятал девчонок? На что шел ответ? О нет, нас раскусили. По скриптум девочки действительно были. А еще это уже просто левая инфа. После измены все знакомые сказали о том, что он изменял. Даже девушка, с которой он изменял, подтвердила. Он до талого утверждал, что он ни с кем не спал. Попытки его признания свели меня с ума. Тогда я простила измену, но ложь не смогла. Да и не советую прощать изменников. Это была ошибка. Больше я в такое дерьмо не полезу. Делится историей Токи 2091. Вот моя история. Когда садился за ПК после работы отдохнуть вечером, обычно моя девушка, на данный момент бывшая, сидела в моем или своем телефоне и никогда не сидела в наушниках. Без разницы. Смотрела YouTube, сериал, мультфильм, ТикТок или еще что-либо. Даже музыку слушала без наушников. И в один момент она начала все время сидеть в наушниках. На мой вопрос, с чего это вдруг так, отвечала, что не хочет мне мешать. В итоге в один момент, когда сидели с ней вместе в ее телефоне, ей пришло сообщение в телеге. Так как вылезло всплывающее уведомление, я успела его прочитать. На следующий день мы поругались. А через день после того, как мы поругались, она просто сбежала в другой конец страны к другому парню, предав меня, мою семью и свою семью.
Ребят, уважайте себя и свой выбор. Не надо давать поспешных обещаний под влиянием эмоций и чувств влюбленности. А не уважая свой выбор, вы просто не уважаете себя. Да, все мы можем совершать ошибки, но не надо приносить клятву якобы вечной любви. Прошла влюбленность. Не надо изменять человеку, искать кого-то на стороне и предавать. Поговорите со своей второй половинкой и спокойно разойдитесь. Отдохните друг от друга. Рассказала Хомель Устифаер. Мы были в отношениях почти 9 лет, с моих 13 и его 15. У нас были свои взлеты и падения, но он всегда говорил мне, что нет для него более непростительной вещи, чем измена. Мол, разбитую кружку обратно не восстановить. Мы много ругались, пережили разные этапы, расходились и сходились обратно, но в конце концов вышли на плато, где были счастливы и уже собрались съезжаться и планировали совместную жизнь. Я из Москвы, он из Питера. Я познакомила его со своей подругой, и у нас образовалась компания. Я не придавала значения тому, что они общались в Дискорде, иногда без меня, и была рада, что моя подруга с депрессией получила понимание, потому что мне ее слушать иной раз тяжело. И вот я поехала к парню в Питер вместе с ней. Она должна была ночевать у подруги, но мой предложил ей остаться. Я снова была не против. Звоночки нарастали. Гостевой диван сломался, и он захотел поместить подругу в нашу кровать. Под конец моей поездки он предпочитал уже пялиться в телефон, чем быть со мной. Когда подруга ненадолго уехала по делам, он залип в ноутбук, играя в Тарков, и не хотел обращать на меня внимания. Я верила ему и его многолетним уверениям, что он не будет никого искать на стороне. Ведь я даю ему все, что ему нужно. Я считала себя вне конкуренции, его женой. Но после той поездки я стала чувствовать себя опустошенной. На мои вопросы о переезде он отвечал расплывчато. Мол, не сейчас, сейчас надо подумать о другом. Затем я узнала, что подруга едет к нему одна, типа отдохнуть от гиперопекающей матери. А затем он начал предъявлять мне, что я недостаточно взрослая, мне 23, ему 25, что, ставя себе цели, я их не достигаю, что я не занимаюсь своим здоровьем и фигурой, что я не люблю его семью и друзей, что рядом с ним я слишком зажата. Затем он сказал, что ему лучше с моей подругой, что он мне изменил, и что раз он так сделал, значит он не может быть больше в отношениях со мной. Он предложил остаться друзьями и вести себя так, будто ничего и не было. Просто теперь он чпокается не со мной, а с моей подругой. Это было последней каплей. Он много для меня значил. Я хранила ему верность. Была готова оставить семью и друзей, поменяв их на его семью и его друзей. И незнакомый мне серый город. Но я отказалась общаться с ним после этого. С того момента прошло уже полгода. Но все равно больно. Оставила комментарий Ностальгия 1990S. Я закончила школу и перед уездом в другую страну встретила парня. Мы встречались 2 месяца до моего отъезда, и за это время построили планы на всю жизнь. Огромная ошибка, но это подростковые гормоны. Уже были первые звоночки. Типа ты не будешь общаться с лучшим другом, с которым знакома с 1 класса, но и вообще не должна общаться с парнями. Когда я уехала, у меня началась новая жизнь. Словно действие гормонов закончилось, и я поняла, что это не мой человек. Я осваивала новый город, и у меня не было времени писать ему каждую секунду, как это делал он. Из-за этого он слетел с катушек, начал реветь. Угрожал, что Роскомнадзорница. Когда я фоткалась с подругами, на заднем фоне были другие парни мужского пола. То он начинал их добавлять в ВК и писать им угрозы. Как-то раз мы вышли из компании из магазина, и один знакомый говорит: «Йоу, это не твой парень мне пишет. Просит разобраться по-хорошему». Я взяла телефон и написала ответное голосовое сообщение с телефона друга. «Перестань писать всем моим знакомым». У него разорвалось. Он начал поливать меня грязью, мол, я ему изменяю, и лишний раз это доказываю. Умом он не отличался, туповатым был, поэтому не мог все нормально понять. Когда мы расстались, он добавился в ВК к моей маме. Рассказывал ей, что я наркоманка и что у меня проблемы с алкоголем. Не могу контролировать себя и сплю со всеми. Моя мама плакала горькими слезами, хотя я не верила. Поначалу мама ему сочувствовала, а потом заблокировала, потому что он довел ее до истерики. Спустя 4 года он все еще строит из себя страдальца. Пытается добавиться в соцсетях. Поделилась историей Эра 33. Смотрю я такая и думаю, вот же люди страдают. А потом я поняла, что сама была в подобной ситуации.
Бывший постоянно меня контролировал. Я должна была всегда отзваниваться на каждой перемене. Школа, институт. И по дороге домой тоже должна была разговаривать с ним по телефону. Мне нельзя было прогуливаться с подругами и т.д. Я в ссорах кричала, что из-за тебя у меня будет рак мозга или еще какая-нибудь гадость, потому что я постоянно с ним разговариваю по телефону. Сейчас понимаю. Это было ужасно, конечно, но тогда мне казалось, что это норма. Один раз я, так сказать, попалась. Пара в институте была отменена. Короче, появилось окно. Решила сходить в ближайший магазин, а именно в этот момент он проезжал мимо. Не помню куда. И, конечно же, начал названивать. А я такая, ну типа, пара, не буду отвечать. Что он мне тогда устроил? Плакал, можно сказать, ревел. Я как дура его успокаивала. Говорил, что бросится под поезд рядом ЖД пути. Я его догоняла. Со временем мне это порядком поднадоело. Я запретила ему звонить, только СМС. Вскоре мы расстались. Девушки и парни, которые состоят в подобных отношениях, бегите. Комментирует Юнру 292. У меня тоже есть история. Это была моя первая любовь, и мы встречались с 7 класса до университета. Не было ревности, было все хорошо. Родители уже почти женили нас. Когда умер его отец, он начал пить вместе со своей матерью. В алкогольном угаре начались скандалы. «Ты меня не любишь и хочешь меня бросить». Так было еще 2 месяца, и очередная ссора вышла из-под контроля. Я взбесилась и послала его, а он меня кулаком ударил по лицу 3 раза. Потом упал на колени и просил прощения, угрожал повесить, если я уйду. Конечно, он не повесил, все у него хорошо. Он женился, я тоже вышла замуж. Прошло уже 6 лет после этого. Как он сейчас, не знаю. Оставила комментарий Кэджавис 5482. В день, когда у меня умер близкий человек, я решила уйти пораньше одна из компаний общих знакомых, под предлогом, что я хочу прогуляться, так как они бухали и веселились, а я вот-вот разревусь. Он начал обижаться, оскорблять меня, настраивать против всех меня. Буквально подходил к кому-то и втирал, какой он бедный, несчастный, один остается тусить, а я бессердечная такая гулять ухожу. И говорить, что я им все веселье испортила. В общем, дайте Оскара этой королеве драмы. Через пару дней он пришел ко мне и сказал что-то вроде: «И что мы теперь будем делать с твоими эгоистичными тупыми поступками? Нельзя вот так вот себя вести на людях. Ты меня позоришь». Вот тогда-то я и поняла, что сколько бы друзья ни говорили, это просто ссора, у всех они бывают. Надо помириться с таким мудаком. Начинающим истерики на пустом месте отношения заводить никогда не надо, так как в результате не только ты и твоя самооценка будут растоптаны, но и окружающие будут уверены в правдивости его истории. Ну что, ребята, понравились истории из комментариев? Не забывайте оставлять и свои истории и комментарии. Глядишь, мы соберем целый выпуск именно из ваших комментариев. А хотите прикол? В прошлый раз я поставил лимит 30 лайков, чтобы выпустить следующий ролик. А в итоге собрал 30 просмотров. Но ничего страшного. Я лох! Я лох! Идем дальше, это жизнь. Теперь ставлю лимит, получается 2 лайка. Пойдет? Пойдет. Ну что, мои дорогие шлунишки, рад был услышаться. И помните, следите внимательно за собой, за близким, семьей. Вдруг кто-то находится в депрессии. I love you. Может быть, это просто было счастье в маме. Может быть, это было все напрасно.